прошлом видео мы сделали базовую прошивку под наш проект. Сегодня мы ее немножечко доработаем и поговорим про то, как настроить подключаемое электрооборудование, которым управляет наш блок управления. Итак, поехали. Как обычно, открываем наш софт. После того, как открыли софт, открываем наш сохраненный проект, который мы делали в прошлый раз. Есть ряд потребителей, которыми непосредственно управляет или может управлять любой блок управления. Это всевозможные реле вентиляторов, насосов и тому подобное. Также главное реле, так называемое main реле, тоже может управляться блоком управления. А может управляться не блоком управления, а просто ключом зажигания, либо тумблером. У нас полная свобода в этом вопросе. Любой блок управления, за редким исключением, не способен управлять и коммутировать мощную нагрузку. То есть это значит, что нагрузку, допустим, того же самого вентилятора, нашего радиатора, через блок управления не пустим. Для этого существуют либо ПДМы, которые как раз таки способны через себя всю эту нагрузку пропускать и коммутировать, либо банально старое доброе реле. Самим реле наш блок управления управлять может. Поэтому он и блок управления. Управляет блок управления всевозможными этими реле посредством активации так называемой втягивающей катушки наших реле. На нашу катушку подается 12 вольт, а блок управления при помощи своих outputs, так называемых вспомогательных выходов, коммутирует цепь катушки на землю и тем самым замыкает цепь, и катушка у нас активируется. И тем самым реле активирует. Как правило, самый основной и самый мощный потребитель в любом автомобиле — это вентилятор радиатора. Давайте с этого и начнем. Сконфигурируем выход управления реле вентилятором радиатора. Заходим в вкладку Outputs. И тут у нас, в принципе, уже даже есть такая вкладка, как Coolant Fan. Coolant Fan — это и есть... Coolant — это хладагент, охлаждайка, грубо говоря. Фан — это вентилятор. Открываем его, и что мы видим? Тут у нас основные, скажем так, параметры. Не забываем про вкладку Help. Всегда готов подсказать, рассказать и объяснить. Но надо знать английский язык. Что же от нас требуется? В принципе, базовая прошивка уже содержит основные параметры работы выхода управления реле вентилятора радиатора. Сложное название, Activation Temperature — это у нас температура, при которой у нас вентилятор будет включаться. Мы этой температурой, в принципе, вольны играть. Все зависит от конфигурации и производительности вашей системы охлаждения, модели двигателя и тому подобное. Допустим, я изменю на 80. Когда у нас температура охлаждающей жидкости достигнет температуры 80 градусов, у нас включится вентилятор радиатора охлаждения. Вентилятор радиатора охлаждения. Столько букв R. Если температура у нас опустится ниже 80 градусов, вентилятор, соответственно, отключится. Но отключится он не сразу. Фактически отключение произойдет при 75 градусах. То есть это такое небольшое окошко. Хистерезисом или гистерезис по-русски можно играть, как нам заблагорассудится, как нам вздумается. Но оставим пока 5 градусов. Я думаю, что человек, который писал эту базовую прошивку и указал именно этот параметр, в этом что-то понимает. Дальше. Самое главное, что нам нужно сделать, это указать, какой непосредственно вспомогательный выход будет управлять реле вентилятора радиатора. В базовой прошивке это идет AUX 2, то есть вспомогательный выход второй. Если он у нас свободный, мы его спокойно можем задействовать. Но по моему проекту, который я составлял, у меня вентилятор радиатора управляется входом номер 1. Поэтому я так и укажу, что AUX 1 используется. В принципе, все. Этот выход сконфигурирован. Но если мы посмотрим на эту вкладку, то мы увидим еще здесь очень много пунктов. Давайте быстренько пробежимся по ним. Invert Outputs. Галочка не стоит, мы можем поставить. Что это такое? Invert дословно означает как перевернуть.
То есть инвертировать, ну, в русском языке тоже есть такое слово. Но в данном случае, вот это invert, если мы ставим галочку, мы принудительно активируем для теста наш выход управления нашим реле. Работает ли вся вот эта система. Ставим галочку и, по идее, смотрим, сработало ли у нас реле вентилятора радиатора. Дальше. Turn off during cranking. Тут галочка не стоит. Turn off – это отключение, принудительное отключение во время прокрутки стартером. Допустим, мы ездили, да, у нас двигатель прогрет, охлаждайка выше 80 градусов, и по идее все условия для включения принудительного охлаждения радиатора. Машину заглушили, ну, теперь нам нужно снова машину запускать. Если мы поставим вот эту галочку turn off during the cranking, то получается, что cranking это у нас прокрутка стартером. Когда мы запускаем наш двигатель, стартер маслает, происходит запуск. Сами понимаете, что вентилятор радиатора это достаточно приличная нагрузка, как правило. Когда двигатель у нас в работе и у нас работает постоянно генератор, это небольшая проблема. А когда у нас происходит запуск, стартер и так потребляет практически весь заряд нашего аккумулятора. И у нас идет просадка напряжения. Так вот, чтобы вот эту просадку напряжения уменьшить, соответственно, разгрузить аккумулятор, вот эту галочку и ставим. То есть во время запуска радиатор у нас не включается. И таким образом мы облегчаем наш запуск. Но если у нас прям такой мощный аккумулятор и сам вентилятор у нас достаточно такой энергоэффективный, то галочку вы можете убрать. Я же поставлю галочку, потому что аккумулятор у меня не сильно мощный, и чтобы облегчить запуск, поставлю вот эту галочку. Дальше. Turn off when no RPM. RPM это у нас обороты двигателя. То есть если мы ставим вот эту галочку, получается, что как только у нас двигатель заглох, вентилятор радиатора у нас отключается. Все это тоже на ваше усмотрение, исходя из конфигурации, системы охлаждения и тому подобное. Я, наверное, поставлю turn off when no RPM. Дальше turn on when AC active. Ну, AC это у нас air conditioning, кондиционер. То есть если у вас в корче стоит кондиционер, не представляю, конечно. Ну, или, допустим, у вас гражданский автомобиль, вы переводите его на программируемый блок управления. Когда вы включаете кондиционер, даже если у вас двигатель не прогрет, и у вас вот эта галочка активная, получается, что вентилятор начнет принудительно работать, пока работает кондиционер, ну и, соответственно, температура. У меня кондиционера нету, естественно, поэтому мне эта галочка вообще ни о чем не говорит. Очень важная такая строка, как Turn on if CLT sensor fail. CLT это датчик температуры охлаждающей жидкости, один из обязательных датчиков. Смотрите, если мы ставим вот эту галочку, получается, когда у нас этот датчик уходит в аварию, и что происходит? Блок управления не понимает, не видит вообще температуру. Он видит, что с датчиком что-то случилось, и он не может эту температуру контролировать. А эта температура очень важная. Грубо говоря, лучше я его буду принудительно охлаждать, даже если он может быть и не прогретый еще, чем я его перегрею и вообще, как говорится, похороню его. Если вот эта галочка стоять не будет, получается, что вся система охлаждения вообще не будет работать, потому что температуру блок управления не видит, и все, и у вас есть риск повреждения двигателя. Поэтому вот эту галочку всегда лучше ставить. Еще пару таких интересных моментов. Time to engage. Что это такое? Это, смотрите, у нас, предположим, двигатель работает на холостом ходу, прогревается, температура охлаждайки доходит до вот этой температуры активации вентилятора радиатора. У нас должен включиться наш вентилятор. У нас, получается, увеличивается нагрузка на генератор, ну и немножечко на двигатель. И в этот момент желательно поднять немножечко обороты холостого хода. На 100, допустим, оборотов. У нас есть задержка, вот, которую мы здесь обозначим. Здесь она по умолчанию идет 250 миллисекунд. Все это для того, чтобы ЭБУ успел за вот это время поднять обороты холостого хода. Это следующий момент. В дрифте, наверное, это вряд ли понадобится, но все-таки. Turn off over VSS. VSS это Vehicle Speed. Там до определенной скорости вентилятор охлаждения радиатора будет работать. Допустим, там на 150 или там на 200 километрах в час. Принудительное охлаждение радиатора не требуется, так как встречный воздушный поток охлаждает радиатор достаточно. И чтобы снять нагрузку дополнительную с генератора и, соответственно, с двигателя, по достижении автомобилем вот этой вот скорости, принудительное охлаждение радиатора будет отключаться. В дрифте это дело вообще не используется, поэтому заведомо ставим здесь вот большую скорость. Ни один дрифт-болид такой скорости не достигнет. Если
вы не уверены в этом, можете поставить, ну, не знаю, 500 км в час. То есть 500 км в час дрифт болид, ну, это имеется в виду, конечно, wheel speed, скорость на колесе. В принципе, с управлением вентилятора, охлаждения радиатора все. Но остается вот еще такой один момент. PWM Control. PWM Control — это у нас широтно-импульсная модуляция. В общем, смотрите, если у нас вентиляторы охлаждения радиатора управляется через обычное реле, то данная функция нам не нужна. Если для управления мы используем какие-то дополнительные модули плавного пуска, модули регулирования оборотов, то нам не нужно в принципе никакое реле, просто подается туда питание, просто задействуем наш этот PWM Control. При помощи широтной импульсной модуляции мы будем контролировать уже непосредственно управляющий сигнал на сам вот этот разгонный модуль. То есть блок управления будет уже просто подавать команду, там, снизить обороты, там, повысить обороты, и тем самым охлаждение двигателя будет работать более плавно. Но так как я использую обычное реле, самый такой примитивный способ, я ставлю галочку Disable и эту функцию не задействую. Вообще про широтную импульсную модуляцию стоит, конечно, поговорить отдельно. У нее очень широкое применение не только в спортивных блоках управления, везде. С этим у нас все. Двигаемся дальше. Если хотите, можно подключить, скажем так, реле управление топливных насосов тоже, чтобы оно работало через наш блок управления. Просто достаточно указать выход управления, через который он будет работать, и как бы все. Также есть invert, то есть это для проверки, действительно ли реле срабатывает. Auto Start Activity, очень важный параметр. Но, как обычно, мы же сначала включаем зажигание и некоторое время ждем, пока у нас система вся запустится. Так вот, это как раз вот и то время, которое нужно подождать. То есть, смотрите, после того, как мы включили зажигание, блок управления сразу же запускает на вот это время наш топливный насос для того, чтобы в системе создалось необходимое давление, ну, чтобы запуск в конце концов мог произойти. Дальше, после этого, по истечении вот этого времени, которое вы также можете регулировать, реле топливного насоса у нас отключится и будет ждать уже непосредственно запуска. Также Main Relay. Main Relay — это главное реле, то есть это у нас вся бортовая сеть будет запитываться от этого непосредственно реле. Ну, в основном, это, конечно, управление. То есть это будет у нас подаваться через это реле питание катушек, форсунок, всевозможных актуаторов, ну и вообще всех цепей управления оставшихся реле. Тоже нужно указать, что каким входом мы будем пользоваться, если мы будем задействовать именно вот этот вход, данную конфигурацию, чтобы именно блок управления активировал главное реле. Также есть Invert Outputs, ну, для проверки. Я опять-таки данную конфигурацию использовать не буду, так же как и с топливным насосом. Данной конфигурации я использовать не буду. У меня все банально запускается, и главное реле активируется, и топливный насос с отдельных тумблеров. Мой блок управления абсолютно никак не влияет на управление данными устройствами. Хотя, может быть, это и неправильно, но это тоже вполне рабочая схема. Main реле, Fuel Pump реле, то есть топливный насос, Coolant, Fan реле. С этим мы, скажем так, основным джентльменским набором, можно сказать, разобрались. Теперь смотрите, я использую в системе охлаждения дополнительную электропомпу. Соответственно, ей тоже нужно управлять. Есть как бы простой вариант, колхозный вариант, также сделать, чтобы реле активации самой помпы было с тумблера и как бы, ну и все. Но я решил немножечко повыкаблучиваться и планирую завести управление самой электропомпой тоже в блок управления. Как это сделать? У меня практически все выходы задействованы. Так или иначе, я все вспомогательные выходы управления задействовал. Half-bridge 4 выхода я использовал для управления idle valve. Это у нас регулятор холостого хода. Вот они у меня. Вот их задействовал. Потом Auxiliary Output 1 использовал для управления реле радиатора вентилятора радиатора. Второй выход у меня клапан VVTi задействован. Третий — это соленоид буста, так называемый, то есть это клапан регулирования бустом. Четвертый
Четвертый я выделил под сигнал на тахометр. Про это потом отдельно попробую рассказать. Пятый выход у меня свободный. Я его решил задействовать для управления самой электропомпы. Как же теперь это сделать? В предложенных вариантах готовых такой функции нету. Но другая функция, скажем так, универсальная. Parametric. Output 1, Output 2, 3, 4, 5. Все вот эти все вспомогательные выходы управления можно конфигурировать так, как это необходимо мне. Открываю эту вкладку. Не обязательно, что вот там Parametric Output 1 это вот именно только для первого выхода. Нет, на самом деле здесь первое, что мы делаем, это как раз выбираем вот этот выход. То есть у меня этот выход пятый. Здесь так и указываю. AUX 5. Чтобы блок управления, скажем так, знал, но как это больше для нас, этот сигнал мы еще и ему и присвоим название. Все. Теперь мы это даже присвоили ему название. Вопрос остается, а когда же блоку управления подавать команду на включение данной помпы? Потому что постоянно работать ей тоже не надо. Дополнительную помпу используют тогда, электропомпу используют тогда, когда радиатор обычно переносят назад. А когда у вас машина в движении на высоких оборотах, штатная помпа вполне справляется с прокачкой охлаждайки по всей системе, и как бы охлаждение работает нормально. Но когда у вас машина стоит и на холостом ходу, штатная помпа не всегда успевает прокачать всю систему достаточно эффективно, чтобы охлаждение было достаточным. И в таких случаях необходимо, чтобы помпа у нас работала, создавала дополнительное давление, и охлаждайка по всей системе прокачивалась достаточно хорошо, а соответственно теплообмен между радиатором, воздухом и двигателем проходил очень эффективно, и двигатель у нас не перегрелся. То есть нам нужно создать определенные условия, что на холостых оборотах у нас включалось, а на высоких оборотах, когда штатная помпа в принципе сама совсем справляется, можно ее выключать. Поэтому давайте мы и сконфигурируем наш выход. Variable Type 1. То есть это у нас что? Условие. Здесь мы указываем, от какого параметра у нас будет это все работать. Что я говорил первое? Это обороты, да? То есть от оборота. Выбираем параметр RPM. Тут у нас идут варианты. Variable One Operator, то есть это команда, это параметры конфигурации команды на включение. То есть gather than это больше чем. Нам нужно наоборот, меньше чем. Lower than, то есть меньше, допустим, там 2000 оборотов. Или, допустим, equal or lower than, то есть equal это равный или ниже, чем, допустим, поставим 1500 оборотов. То есть вот как только у нас обороты двигателя ниже 1500, электропомпа у нас будет включаться и создавать дополнительное давление в системе охлаждения, и охлаждение двигателя будет проходить более эффективно. Но получается, что если у нас двигатель не работает или, допустим, на холостом ходу и прогревает, и нам, в принципе, совсем не обязательно, чтобы вот это охлаждение проходило так эффективно, то нам нужно, чтобы еще и этот параметр включения зависел еще и от температуры. То есть, если у нас температура ниже тех самых заветных 80 градусов, зачем нам принудительно, скажем так, охлаждать? Нам же ведь тоже двигатель холодный-то не нужен. То есть 80-90 градусов его рабочая температура, когда он прям хорошо себя чувствует и выдает максимум. Получается, что нам нужно еще одно условие добавить. Температура. И тут у нас идет logical operator, так называемый. Logical operator это у нас логическое условие. О это или то, или то. То есть можно же запрограммировать, что, допустим, у нас какой-то сигнал активировался или этим каким-то там одним, допустим, температурой, или оборот. В нашем случае нам нужно, чтобы команда на включение формировалась оборотами двигателя и температурой охлаждающей жидкости. Поэтому мы ставим логическое условие and. И тут указываем дальше variable type, указываем температура. Температура охлаждайки это у нас CLT указываем. И тут пишем, что gather than, то есть выше чем. У нас по условию это у нас 80 градусов, да? Для включения вентилятора охлаждения. Мы указали 80, здесь поставим тоже 80. Гистерезис, не знаю, поставлю 5 тоже. Так же, как у вентилятора охлаждения. То есть они будут фактически одновременно включаться и выключаться. При условии, что у нас обороты меньше там 1500. Возможно, что это значение нужно будет чуть-чуть поднять. То есть, допустим, до 2000. Все в зависимости от того, как у вас система сконфигурирована. Получается, с управлением системой охлаждения двигателя
фактически все. Самое интересное, что вот так можно программировать любой вспомогательный выход управления. И также помним, что незадействованные выходы управления форсунок, их тоже можно так задействовать, параметрировать и подключить при помощи них гораздо больше оборудования, которым будет управлять блок управления. Как я сказал немного ранее, у меня выход AUX 3 использован под соленоид буста. AUX 2 это у нас клапан VVTi. Я планирую задействовать вот эти выходы под вот эти потребители, под эти актуаторы. Когда мы делали базовую прошивку, на самом деле ничего не указали, каким выходом будет управляться тот же самый соленоид буста, либо клапан VVTi, хотя фактически сконфигурировали работу вот этой системы. Кстати, если вы не смотрели прошлую серию, вот здесь будет напоминалка, не забудьте посмотреть. Чтобы указать, от какого выхода у нас будет работать буст, указываем, заходим в вкладку Boost, Parameters, Boost у меня AUX 3. AUX 3, да. Оказывается, по умолчанию он так и идет, AUX 3. Теперь то же самое нужно сделать с системой VVTi. CAM1, Parameters. AUX 2. Сейчас мы доделали то, что мы не сделали в прошлый раз. Так как вот это вот все вот эти данные, что в Boost контроля системы VVTi, то есть это все как бы идет значение с базовой прошивкой. Здесь мы фактически ничего не делаем, тут нужно только было указать выходы, через которые будет управляться соленоид буста и соленоид или клапан VVTi, так как это все мы понимаем, что это электромагнитный клапан, и тот, и другой. Без электричества эта вся шляпа не работает. Фактически мы уже сконфигурировали все электрооборудование, которым будет управлять наш блок управления. Что я еще хочу рассказать? Смотрите, непосредственно про main реле и fuel pump реле. Тут как бы есть вообще в принципе два пути реализации вот этой конфигурации. Одна, скажем так, по старинке и одна современная. По старинке это когда мы используем обычные тумблеры или кнопки, либо ключ, ну, допустим, ключ зажигания, куда завести именно сам вот этот тумблер. Если у нас главное реле управляется блоком управления, куда же завести сам вот этот тумблер? Ведь здесь у нас нет условия включения, скажем так, главного реле. То есть блок управления сам чем-то там руководствуется своими внутренними алгоритмами, на которые мы повлиять не можем. На самом деле мы можем все это сделать. Смотрите, заходим также опять-таки в параметрик. Указываем выход, от которого у нас будет что-то работать. Допустим, вот в 6-й выход, да. Подписываем его. И дальше конфигурируем. Задаем условия включения. Делается все очень просто. Если мы используем тумблер, используем такую функцию, как switch 1, то получается это такое. Switch 1 это просто так называемый тумблер, скажем так, нормально открытый контакт. Сажаем один его выход на массу на землю, а второй выход подключаем его к блоку управления в специально выделенную клемму. И так блок управления понимает, что первый тумблер, допустим, активирован. И получается, при включении нашего тумблера блок управления будет понимать, что пришел сигнал на включение 6-го вспомогательного выхода, от которого работает у нас наше главное реле. И до тех пор, пока у нас тумблер включен, у нас главное реле, получается, запитано, и у нас вся бортовая сеть работает. То же самое можно проделать нашим топливным насосом. Всего таких switch inputs 3. Допустим, тумблер 1 это у нас будет зажигание, тумблер 2, switch 2 это у нас будет топливный насос, switch 3 включение ГУРа и тому подобное. Это, как говорится, способ дешевый по старинке. А есть же еще способ подороже, так скажем, и более такой современный, это
использовать так называемый CAN-кейпад. Видели, наверное, да, у профессиональных спортсменов CAN-кейпады с кнопочками, на них нажимают, там зажигание, запуск, все работает через этот кейпад. Крутая штука, но она стоит определенных денег. То есть, допустим, главное реле у нас также оставляем 6-й вход, просто указываем, что вот включаться будет. Вот CAN Switch 1, допустим. То же самое указываем, но все сигналы будут проходить уже по CAN шине. Тоже конфигурируем, все это настраиваем. Я пока сам еще до конца не разобрался, как это делается, но в принципе это, ничего такого сложного. Там есть свои тонкости, которые нужно знать. Если хотите, можем тоже про это поговорить. Вы знаете, что делать в комментариях. На этом можно сказать, что все. Мы подключили все оборудование, актуаторы, там все клапана буста, соленоиды буста, клапана VTI, там какие-то воздушные клапана, если нам нужно, там, допустим, можно подключить. Все конфигурируется, все параметрируется, как нам нужно. То есть изначально мы должны знать, что у нас будет, какая у нас конфигурация будет, что будем задействовать, что не будем задействовать. И потом, исходя из этого, делаем проводку. Проектируем проводку, потому что я, допустим, себе полностью изготовил моторную косу сам. Вот я составлял, соответственно, план, как это все, куда что подключается, всю распиновку сделал. Я уже точно знал, что, сколько у меня чего будет, какое оборудование у меня будет. И исходя из этого я спроектировал и сделал сам моторный жгут. Если, кстати, вам данная тема тоже интересна, могу попробовать про нее рассказать. Повторюсь, не являюсь специалистом в этой области, но базовые понятия по данной теме рассказать вам вполне могу и с удовольствием расскажу, если вам это интересно. А на сегодня получается у меня все. Серия вышла немножечко спонтанно, я даже, в общем-то, не готовился. Одним дублем и не готовясь. То есть это все было практически экспромтом. Наверняка чувствуется, как я немножко неуверенно говорю, но уж извините. Но обещаю к следующей серии справиться. Но это не точно. Ладно, всем пока. Не забывайте свои вопросы, комментарии.